Козероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на 2023 год. Мы с вами уверенно входим в год черного водяного кролика или кота, каждый называет по-разному. Но, тем не менее, год, который у нас пройдет под эгидой аркана Колесница, очень быстрый, яркий, стремительный, который будет нести и геополитические изменения, и, в принципе, многим переезды, смену места жительства, подъемы, взлеты, потому что это карта скорости. Только будете поспевать за переменной действий, за переменной событий. И помогут нам сегодня просмотреть вашу ситуацию, ваш прогноз на год, две колоды. Таро Легенд и настоящее черное таро. Первую колоду я буду использовать в качестве основной энергии той либо иной сферы, а на последующей колоде будем раскрывать вашу ситуацию. Итак, что же вас ожидает в плане бизнеса и в плане работы? У вас здесь падает аркан справедливость, он же аркан правосудия. Карта, которая может указывать на период экзаменов, проверок, верификаций, аккредитаций, контроля ваших знаний. Не могу сказать, что вы здесь можете быть перепрофилированы, но здесь это постоянно контроль уровня профессионализма. Помимо всего прочего, это может быть какой-то даже наставник, который будет контролировать и объем выполняемых работ, и технологические процессы. Если же вы были устроены неофициально, то это как раз закрыть этот вопрос. Трудоустроиться с полным пакетом документов, с полным оформлением. Опять же, завершение каких-то юридических моментов. Вдруг вы судились с предприятием, что-то вам не выплатили, не доплатили, то это как завершение этого этапа. Или официальный выход на пенсию, или уход в декрет. То есть тут решение каких-то официальных моментов. Очень много бюрократии. Мы, конечно же, с вами посмотрим, как будет раскрываться для вас эта ситуация, эта цепочка событий. Итак, что у вас здесь? Паж Пентаклей, Солнце и, как мы видим, двойка Пентаклей. По этим арканам, во-первых, вы можете быть в роли судьи, экзаменатора, жюри, потому что Паж Пентаклей часто указывает на студентов, которым вы можете передавать опыт, либо быть экзаменатором для кого-либо. Солнце, двойка Пентаклей открываются для вас новые возможности. То есть это увеличение доходов, увеличение, естественно, заработной платы, плюс по двойке Пентаклей это как совмещать несколько видов деятельности. Но и помимо всего прочего, по этим картам вы можете получать новые навыки, которые поспособствуют вашему продвижению по работе. Если по ряду причин вы не работаете и работать не можете, допустим, вы мама в декрете или вы не работающий пенсионер, то данные арканы указывают на, знаете, как временные подработки, потому что Паж Пентаклей — это заниматься вопросами репетиторства, либо в целом акцент на детей. И здесь Солнце, двойка Пентаклей — это как перебой, то есть заработки непостоянного плана. Если же у вас есть время и ресурсы, вы ищете работу, стремитесь трудоустроиться, то здесь по Пажу Пентаклей пройти собеседование, трудоустройство, Солнце, двойка Пентаклей, совмещение нескольких видов деятельности. Если же вы наемный сотрудник, продвижение по карьерной лестнице. Если же у вас свой бизнес, это может идти, если у вас есть на предприятии персонал, зачистка персонала, то есть смена кадров. Если же у вас свой собственный бизнес, это получать те навыки, которые поспособствуют открытию, допустим, новой ветки вашего бизнеса, новая группа товаров или новая группа услуг, то, что позволит вам расширить свою деятельность. Причем по аркану правосудия это может быть как новое ЧП вы открыли, или там новое ООО, которое будет специализироваться на каких-то дополнительных услугах и товарах. То есть расширение ваших возможностей. Если смотреть финансовую сторону вопроса, что будет здесь по финансам? По финансам у вас падает карта кармы, карта судьбы, она называется колесо фортуны. С одной стороны, аркан переменчив, у нас может быть то густо, то пусто, но с другой стороны, аркан сам по себе сулит какие-то большие возможности. Начинают вопросов выигрыша или просто удачное стечение обстоятельств, когда вы можете устроиться в хорошую компанию, получать большую сумму денег или заключить контракты, которые вам позволят выйти на новый социальный уровень жизни. Для кого-то получение наследства, либо просто человека-инвестора, который будет вкладываться в ваши проекты.
Будем смотреть, что здесь по факту. Так, первая выходит у нас пятерка чаш, далее двойка мечей и третий аркан пятерка пентаклей. Смотрите, все три карты можно назвать негативного порядка. Но в данном случае они говорят о ситуации. Обратите внимание, сейчас даже дотяну эту карту, уточню, что здесь колесо фортуны, видите, ниточка вьется. Это как длительный цикл, когда вам придется, ну, по крайней мере уж точно в рамках 2023 года взять какие-то выплаты, кредиты, рассрочки. Причем у некоторых это могут быть не один кредит для того, чтобы закрыть какие-то свои базовые потребности. Ну, допустим, покупка жилья, либо приобретение автомобиля для того, чтобы быть мобильным, или просто закрытие долгов и кредитных обязательств. Потому что по этим арканам пятерка чаш это как некий период застоя, отчаяния, потому что двойка мечей это ограничение, пятерка пентаклей вы не можете себе позволить дополнительных лишних трат. Сейчас я даже уточню, видите, потому что по двойке чаш это будет связано с договором. Причем дно колоды, видите, справедливость, юридический договор. То есть это брать какие-то займы у банков, у финансовых организаций, которые вы будете использовать себе во благо. Но лишних денег на разгульный образ жизни здесь карты не показывают. Если мы с вами будем смотреть состояние здоровья, что у нас здесь? По здоровью падает аркан смерть. Смерть у нас всегда аркан трансформации. Сам по себе он никогда не несет физической смерти. Это могут быть изменения состояния здоровья как в лучшую сторону, то есть позитивная динамика, да, так и в худшую, негативная. А мы с вами посмотрим, чем этот аркан раскроется для вас, в чем будет непосредственно здесь перемены. Итак, тройка мечей, жрец, и мы видим тройка чаш. Перемены здесь будут касаться сердечно-сосудистой системы. И в первую очередь, для кого актуальна эта информация? Пожалуйста, услышьте меня, не обращайтесь с критикой, но в первую очередь информация актуальна для тех, у кого есть пищевые или алкогольные зависимости. Почему? Потому что обстоятельства складутся так или иначе, что сама ситуация заставит вас поменять образ жизни, от этого отказаться. То есть это может быть вопрос сердечной недостаточности, когда вы будете обращаться к врачу с целью устранения этой проблемы, этой причины. Для всех остальных, у кого, слава богу, допустим, зависимости нет, то смерть, тройка мечей – это вопрос трансформации. Сейчас объясню, какого плана. Обращение к врачу, чтобы по тройке чаш радоваться жизни, нравиться самому себе или самой себе. Потому что дно колоды – король жезлов. По королю жезлов, если, допустим, для мужчины, это, знаете, как анализировать общее состояние здоровья, репродуктивные функции, состояние вашего либидо. Для женщин это просто изменение внешности, чтобы быть внешне привлекательной. Потому что по тройке мечей, ну, как правило, это идут какие-то серьезные травмы или шрамы, которые вы длительный период не могли устранить, убрать, исправить. То есть, чтобы быть в первую очередь красивым или красивой для самих себя. Ну и, конечно же, привлекательным для социума, для противоположного пола. Поэтому в большинстве своем это исправить ошибку, которая вам досаждала, которая, ну, знаете, это даже может быть не по вашей вине, но по принципу, не знаю, вам не нравится форма ушей или там неверный прикус, вы будете стараться это исправить. То есть вот то, что вам причиняет и душевную, и, возможно, физическую боль. То есть какие-то, может быть, врожденные качества, попытки это исправить. Так, теперь смотрим по ситуации для тех, смотрим вообще личную жизнь. Что у вас здесь? По аркану повешенный. Повешенный, обратите внимание на эту карту. Здесь не жертва, здесь не вопрос застоя, здесь обретение легкости, потому что ноги у него не привязаны. Видите, здесь бабочки порхают. Это обретение легкости, это как новый, иной взгляд на вещи, на ситуацию. Это быть умудренными опытом. Здесь это, в принципе, изменить свою точку зрения, либо изменить свою модель поведения в союзе, в отношениях, в личной жизни. Давайте посмотрим, чем откроется для вас этот аркан. Что здесь за изменения? Так, король мечей, король пентаклей и сила. И дно колоды у нас маг.
Могу сказать так, что личная здесь жизнь будет, причем, допустим, для девушек здесь может быть не один партнер, а для мужчины это, в принципе, перебирать девушками, женщинами, как менять как перчатки, потому что будут вестись на ваш интеллект, на вашу харизму и на ваш достаток. Видите, по аркану силы это желание вас оседлать, заарканить. Но почему говорю, вы не будете делать на этом важный или значимый акцент? Потому что дно колоды у вас падает аркан маг. По магу это желание быть экспертом в какой-то нише, в какой-то области, строить карьеру, строить бизнес. То есть для вас это будет первооснова. Особенно это справедливо для тех, кто, допустим, работает сам на себя или занимает какие-либо руководящие позиции на предприятиях, на заводах, в организациях. Ну, будь то вы там, не знаю, старший кассир, главный бухгалтер, начальник участка, топ-менеджер. Люди, которые работают сами на себя. Особенно если это касается органов, еще дополнительно, кто работает по найму, на госслужбе, органы административной, законодательной власти. Адвокаты, юристы, нотариусы, а также врачи. Вот у вас это в большей степени, если посмотреть, это год карьеры достижений, которые вам позволят выйти на новый уровень. Не нужно здесь сетовать по причине того, что как бы денег вы особо видеть не будете. На самом деле здесь финансовый прорыв, но просто вы сразу это будете инвестировать в нечто для вас важное, нужное и значимое. Поэтому не будет возможности, как говорю, сорить деньгами и тратить их на какие-то развлечения. Но здесь для вас это действительно, если смотреть по картам, потому что у вас даже здесь падает старший аркан, то есть знаковая ситуация, значимая ситуация. Что ж, посмотрим, как потом будет по факту. Если посмотреть, сейчас даже вот хочу уточнить здесь аркан этот повешенный. Дьявол. Ну, по дьяволу, вот я уточняю, то есть, видите, вы в партнерстве, вы здесь не одиноки. То есть для тех, кто переживал, что будут по личной жизни застои, вы будете одни, не будут клеиться, это не так. Здесь даже как манипулировать, играть чужими эмоциями, чужими судьбами, чужими душами. Потому что даже если вы свободны, ощущать свою значимость, но здесь как легкость в отношениях, вы пока к чему-то серьезному не будете готовы. Если вы в любовных треугольниках, это манипулировать партнером или партнершей, или партнершами, ну, ради своей выгоды, не обещая никому ничего серьезного. А вот если вы в стабильных связях, это, знаете, как изменение концепции в ваших отношениях. Сейчас посмотрю, что здесь. Не то, что вы будете оторваны от семьи, от взаимоотношений. Ну, я при вас дотягиваю, видите все сами. В который раз выходит карта бизнеса, карта работы, тройка пентаклей. То есть акцент на заработки, на благосостояние, а личная жизнь уже постольку-поскольку. Если смотреть неожиданность этого периода, что у вас здесь будет? По аркану сила. Сила – это обретение ресурсов, это новые возможности. Это вопросы восстановления, то есть обретение силы, обретение энергии. То есть особенно если у вас было негативное течение заболевания, то есть негативная динамика, то есть на что опереться. Опять же, для кого-то изменение социального окружения, потому что появятся люди, которые будут для вас опорой, будут для вас поддержкой, будут давать силы, ресурсы, мотивацию. Самое главное – верить в вас. И здесь действительно взращивание личного потенциала это будет на ступеньку выше каких-то жизненных обстоятельств, каких-то неурядиц, потому что здесь присутствует вера в себя, в свою победу, в свой триумф. Вообще-то львиная карта. Сейчас мы посмотрим, что здесь, как для вас она раскроется. Шестерка пентаклей, двойка жезлов и аркан маг. Ну, мои хорошие, как бы я ни старалась, сколько бы я ни тянула карты, карьера, заработок, еще раз карьера. Это ваше все. Потому что здесь шестерка пентаклей, двойка жезлов и маг – это искать для себя реализацию, знаете, как дергая за разные ниточки, за разные факторы. Кого-то вы будете просить о протекции, о помощи, о том, чтобы пролоббировали ваши интересы, потому что двойка жезлов – это иметь помимо основного запасной вариант, как раскрыть ваши таланты, ваши возможности, ваш потенциал. Если с точки зрения состояния здоровья, то здесь обратиться за помощью может быть к не одному специалисту, а к нескольким и получить толковый результат. То есть решить проблему, обрести силу, обрести здоровье и добиться того, к чему вы стремитесь, той цели. Потому что если рассматривать с точки зрения личной жизни, шестерка пентаклей это будет тянуться к вам. Двойка жезлов, пожалуйста, вы здесь не будете обделены вниманием, но акцент
на самореализации, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Поэтому личная жизнь здесь присутствует, но она не является таким ключевым фактором, ключевым звоночком. Она больше такая, знаете, говорю, подогревает вас, чтобы у вас была мотивация развиваться и эту энергию вкладывать в реализацию в плане карьеры. Если смотреть, что уйдет в рамках 2023 года, что уйдет от вас? По аркану Ананд, он присущ только этой колоде, уйдет начинание, то есть они уже, знаете, как будут активно развиваться. Вот то, что вы положили в рамках 2022 года. Ну, допустим, кто-то, может быть, устроился на новую работу, кто-то переехал, кто-то там начинал новое хобби или в чем-то себя новом пробовать. Для кого-то поменялся статус. Вы, допустим, стали отцом, матерью или бабушкой и дедушкой, потому что эта карта, это уже, знаете, как раскрытие вашего проекта, раскрытие тех возможностей, которые вы вынашивали, которые вы выстраивали. Ну, будем смотреть, что здесь уходит. Итак, 8 чаш, 6 жезлов и здесь у нас 9 мечей. Для большинства из вас, я не могу сказать за всех, но для большинства, это уходят страхи, переживания, апатия, тревога, может быть даже панические атаки, связанные с переездом, со сменой места жительства, с вынужденной эмиграцией. То есть уходит вопрос адаптации. Вы уже себя будете чувствовать на новом месте, как рыба в воде. Или если у вас новая работа сопряжена с вопросами логистики, частые переезды, командировки, вам будет было сложно влиться в этот график, то сейчас все. Ситуация уже она отживает себя и как следствие будете ощущать себя комфортно. Если рассматривать по ситуации, допустим, ваш ребенок уехал учиться, вы не находили себе места, как он устроится, как будут складываться у него обстоятельства, как вы себя будете мироощущать без ребенка, то все, эти переживания и страхи, они канули в лету. То есть это быть спокойным за свое чадо. Посмотрим, что к вам придет в течение 2023 года. Что придет? По дураку это больше, знаете, как продолжение ваших начинаний. Дурак. Это обновление, жизнь с чистого листа. Новые знакомые – это в первую очередь ситуация, когда вы меняетесь внешне, меняетесь внутренне. Для кого-то это акцент может быть на детей, то есть воспитание, передача опыта, навыков, знаний. Ну и в принципе легкость, быть непосредственным, быть, знаете, как легким на подъем. Чуть-чуть смотреть на мир как ребенок, глазами ребенка. Будем смотреть, в чем это проявляется. 7 жезлов, император и звезда. Для мужчин в первую очередь это как новый социальный этап вашей жизни, потому что здесь добиться нового высокого положения. Император, звезда для мужчин, ну это, знаете, как почувствовать себя королем положения, потому что здесь повышение, новые знакомые, новый статус. Для кого-то это признак власти, либо работа, социум с властимущими. То есть неожиданно для себя, как я говорю, подняться. Для женщин я не вижу, чтобы вы там строили здесь сейчас вот активно карьеру. Здесь для вас немножко другое будет значение. 7 жезлов, император и звезда – это реализация ваших желаний, ваших возможностей за счет взаимодействия с мужчиной. Это может быть как ваш супруг, ваш знакомый, либо руководитель, который за вас может тянуть лепту, да, по принципу каким-то образом взращивать себе наследника, которому будет передавать свои полномочия. Но здесь это, знаете, как, потому что за вас здесь борются, за вас здесь стараются. Это не про отношения. Повторюсь, это больше про социальный статус, это про возможности, это для вас новый ресурс. Ну, допустим, вы хотели себе позволить жить в каком-то там элитном районе, но не могли, не хватало денег. Появились связи, возможности, люди, появился заработок, который вам позволит это сделать. Или вы хотели себе более статусное авто, или более дорогостоящий отдых. Не было времени, сил, ресурсов. Они появляются. Причем для вас, знаете, как говорю, самым неожиданным образом. Знаете, как говорю, фактически как само идет в руки. Если же смотреть на карту года, что у вас здесь? Карта года у вас падает аркан башня.
В какой-то степени это аркан хаоса, крушение старого, начало нового, но и помимо всего прочего для многих одной из тем номер один это будут вопросы, связанные с недвижимостью. Почему? Потому что переезды, смена места жительства, продажа одного жилья, покупка старого, там, взять ипотеку, вопросы ремонта, обустройства, ну то есть своего рода как видеть свое гнездо. Будем смотреть, справедлива ли эта трактовка, ту, которую я вам подаю. Так ли это? Так, тройка пентаклей, туз мечей, и что у нас здесь? И падает аркан суд. По этим арканам могу сказать, что идут моменты, связанные с кардинальными переменами на работе, в карьере. То есть кто-то может уйти на вольные хлеба, у кого-то будет активное повышение роста, знаете, хаос, который входит в вашу жизнь, вы пока к этому не готовы. Но туз мечей и суд указывают на ситуацию, что вы активно и очень быстро растете. А также закрытие юридических моментов или аспектов, которые у вас могли быть. Допустим, не было страховки, не было там кредитной истории или еще каких-то нюансов, которые мешали вам чувствовать и жить свободно. Потому что дно колоды король чаш, это, видите, упокоение, умиротворение, наслаждение жизнью, это ловить прекрасное в каждом моменте. И здесь по этой триаде это все-таки связано с решением каких-то бюрократических нюансов. Потому что, видите, вот десятка мечей, они для вас закрыты. Больше не для вас не играют какой-то важной либо значимой роли. Все, поставить здесь точку. В единичном случае, здесь, если смотреть, поскольку это речь идет о работе, это изменение условий труда. Даже, может быть, как реструктуризация вашего предприятия. Называлась так, стала называться иначе, потому что, допустим, расформировали, что-то здесь переделали. И это, знаете, как еще дополнительно. Может быть, как хаос для вас, но перемещение в новый офис и какие-то новые условия труда. Может быть, новый контракт вас заставят подписать. Смотрим в плане рекомендаций, что здесь по факту. По рекомендации у вас падает аркан суд. Карта восстановления, возрождения, карта рода, вместе с тем карта кармы. Труба зовет, то есть год кармических уроков. Год, когда нужно будет приложить максимум усилий для того, чтобы у кого-то это закрепиться, бросить новые корни на новом месте, потому что для большинства суд это обретение новой родины. У кого-то может быть возврат на родину. Еще это идут восстановление взаимоотношений, личных, деловых, социальных, дружеских, потому что здесь может быть идти желание как что-то восстановить, дать чему-то второй шанс. Ну и, безусловно, какие-то судебные процессы. Начиная от вопросов наследства, там, раздел имущества, судиться с кем-то за материальные выплаты. То есть сам по себе аркан многогранен. Но в плане рекомендаций это обратись к своему роду. Это созидай, это взращивай, это восстанавливай. Вот что рекомендует вам аркан. Сейчас будем смотреть, что у вас здесь. Ой, прошу прощения. Так, смотрите, королева жезлов, рыцарь чаши, смерть, еще и дно колоды, восьмерка жезлов. У кого-то здесь может объявиться бывший, бывшая, в большей степени информация отыгрывается для мужчин, потому что может возникнуть желание восстановления отношений с кем-то из бывших знакомых или партнерш, причем человек по восьмерке жезлов от вас находится на расстоянии. Для женщин может объявиться партнер, который уже по сути канул в лету, вы его уже и знать не знали и забыли. А здесь по восьмерке жезлов будете получать какое-то известие, весточку. То есть человек напишет, позвонит или объявится с целью, знаете, как прощупать почву, что у вас в жизни происходит, и попытаться с вами восстановить контакты, восстановить взаимоотношения. Год у вас непростой, год у вас насыщенный. И действительно очень много работы, активности. Но, знаете, бывают такие периоды, когда нужно что-то создавать свое, бить гнездо. Возможно, у вас пришло время к этому. Вы в любом случае напишите мне, какие события у вас в жизни происходят сейчас, откликается ли для вас информация. Ну и, конечно же, черкните потом пару строк, как проигралась информация после прошествия периода. Ну а сейчас я для вас хочу выполнить такой небольшой мини-расклад относительно ситуации, исполнится ли желаемое, задуманное вами в течение 2023 года. Только большая к вам просьба
Пожалуйста, не загадывайте сразу несколько желаний. Оно должно быть одно, конкретное, и то, которое вы фактически уверены, что вы сможете осуществить в рамках года. А мы с вами посмотрим и проанализируем, так ли это будет. Итак, смогут ли козероги осуществить задуманное ими в 2023 году? По тройке жезлов, да, это прикладывать к этому максимум усилий. Дно колоды влюбленные. Это будет касаться не только вопросов личных отношений, это будет касаться вопроса значимого глобального выбора. Этот выбор может быть в любой сфере жизни. Будь то работа, финансы, вопросы здоровья, личной жизни. То есть выбирать, выбирать и еще раз выбирать. Очень такой знаковый период. Но здесь, если смотреть по арканам, восьмерка жезлов, события будут так быстро и стремительно развиваться, что когда вы будете получать то, что вы хотите, вы будете задумываться, нужно ли оно вам, стоит ли его выбирать, то, чего вы хотели, стоит ли это принимать в своей жизни. Поэтому как-то так, очень интересные у вас события ожидают. Мои хорошие, вот таким вышел для вас расклад. Пусть 2023 год вас обязательно порадует. Пусть в вашей жизни будут только благоприятные перемены. Счастье, радость, любовь, здоровье и благосостояние. Мирное небо над головой. Ну и, конечно же, пусть все ваши мечты станут явью. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых видео.